Ну что, продолжаем. Вы представляете, зачем я это все вам сказал? Оказывается, женщина почувствовала травму. Эта травма будет отпечатком на ее физическом теле и отпечатком на ее слое. Поняли? Физическом. Она будет видеть мужчину, ей будет нравиться. Будет ложиться в кровать из-за того, что мужчина сделал ей большое количество травм, даже физических. С ней будет жить другой мужчина и будет чувствовать по отношению к себе холод, как бы ощущение вытянутой руки. Знаете, такое бывает. Человеку подходите и говорите: можно я тебя обниму? Он ставит перед вами руку, и вы упираетесь вот так и ощущаете холод. Да, чувствовали энергетический холод? Так и у таких женщин. Они почувствовали какую-то физическую травму, и после этого рядом с ней любой мужчина начинает чувствовать себя, как будто есть вот вытянутая рука. Почему это вытянутая рука? Это отпечаток на физическом теле или вот на вот этом слое физическом, который красный, который теплый. И эта травма, это намерение этого человека никогда не жить ни с одним мужчиной. Поняли? Или никогда не спать ни с одним мужчиной, или никогда не привлекать в свою жизнь ни одного мужчину. То есть это клише называется, отпечаток, который находится в виде намерений, и этот отпечаток находится в слоях. Сегодня я хочу... И такой слой, сначала этот отпечаток может быть физический, духовный, душевный, поняли? И это засоряет вот эти слои. Вы их греете, слои, но вместо того, чтобы эти слои привлекли в вашу жизнь мужчину, они наоборот будут от вас отталкивать мужчин. Почему? Вы греете слои, в итоге клише более разогревается и более сильнее отталкивает от вас. Поняли, да? То есть вы начнете сейчас заниматься практиками прогревания слоев. Там я красная, оранжевая, белая. И в этот момент почувствуете, что если раньше вы уже не обращали внимания на то, что рядом находится человек, который вас обижает, то здесь проявится яркое нежелание уже там, ни с ним жить, ни с ним общаться, ни с ним ложиться, ни с ним еще что делать. Представляете? И что же сделать? Я сейчас дам практику, которая называется эзотерическая практика очищения слоев. Да, нужно будет подождать. В этот момент я хотел бы вам спеть песню. В виде рекламной кампании. Какая сейчас песня модная? Мама, мама, ты даже не знаешь, я потеряла свое сердце, потому что я идиотка. Да, есть такая песня, знаете. Давайте поиграем в игру, которая называется «Я говорю о песне, а вы после этого говорите, что это за песня». Женя, не настроился? Тогда ждем. Итак, игра выглядит так. Жил-был один мужчина. Этот мужчина, он был немножечко творческим человеком, но у него было не все хорошо с головой. Однажды, увидев артистку на сцене, хорошо. В интернете есть Windows. Windows в переводе на русский язык обозначает окна. И вдруг она, видя, как ее мужчина не может совершить возможность жизни, нет, привет. Она не может никаким образом пустить его в свою жизнь и как бы себя в его жизнь. Она говорит: я открою в небе все окна, любимый. Кто певец? Раба. Да. И в прошлое закрою дверь, понимаете? И я тучи разгоню руками. У меня ребенок был маленький, пел: я тучи разговню руками. Разговню. Я тучи разговню руками. Я говорю: разгоню, он разговню. Я говорю: все, пой как хочешь. Да. Что, еще одну песню какую-нибудь? Интересненькое что-то. Давайте. В нашей компании сейчас будет развиваться второе направление. Это второе направление, оно не будет связано с маркетингом тибетской формулы, а будет связано с тем, что человек может запросто открывать
бизнес, допустим, в своем городе или в своем месте по принципу зеленой аптеки. Поняли? По принципу зеленой аптеки. Вы можете иметь маленькое помещение или в торговом центре небольшое там окошечко какое-то, и после этого можете это все продавать, то, что у нас есть, по принципу зеленой аптеки. У нас все документы для того, чтобы вы могли это делать, есть. Также я могу специально для вас изготавливать там чаи в мини-пакетиках, там по 3-4 таблетки. И если у вас появится такое желание, то даже брендировать особенно только под вашу идею или под ваш стиль, там бутылочку или еще что-то, или еще что-то. Также будут абсолютно другие цены. Если у вас появится в дальнейшем заниматься именно таким бизнесом, я дам совершенно другие цены, и вы сможете этим заниматься. Рекламная поддержка будет с вашей стороны. Вы ее делаете так. Вы для себя делаете там буклеты, каталоги, то есть вы это делаете сами. То есть я человек, ну это не франшиза. Вы просто мои сопартнеры, как бы, и я вам даю возможность развивать это там, в случае, если вам это интересно. Также я могу рассказать, как я вижу общие системы продаж. Хотел просто летом сейчас открыть такой магазин, чтобы его пофотографировать и показать потом, как это будет выглядеть. Но считаю, что я таким образом ограничиваю возможность людей сделать для себя что-то свое. То есть это может быть как мини, ну вот как аптека зеленого дня, знаете, такие есть. Аптека зеленого дня, дальше экологически чистая аптека. Для этого лицензия не нужна. А то, что вы называете зеленой аптекой, продаете там пищевые добавки БАДы, для этого лицензия тоже не нужна. Что я могу со своей стороны предложить? Я могу предложить 280 наименований трав, которые будут лежать у вас в маленьких вот таких вот там кулечках. То есть вы можете наполнить свой магазин травками, если кто-то их хочет покупать. В пачечках, с описанием, без описаний. Это мы можем продавать отдельно и в капсулах, отдельно в таблетках, отдельно там как-то делать окошечки. Будет ли это интересным для людей? Да, человек приходит, вы ему из тех травок, которые у вас есть, собираете там препараты, и после этого я вам могу дать каталоги, вы по этому каталогу собрали там какие-то препараты и после этого назначили человеку и полечили. Это может быть ну просто невероятный ход вот такой. Вы для себя сможете развивать этот бизнес. Будет ли он приносить сразу с первого дня огромные деньги? Да никогда. Почему? Любой бизнес развивается 9 месяцев. То есть первые большие деньги человек получает спустя 9 месяцев. Сегодня интересная женщина написала мне письмо ВКонтакте. Она написала: я ученица, прошла там 7 ступеней. Андрей Андреевич, помогите мне вернуть долг 415 тысяч рублей. Я обещаю, что я вам когда-нибудь верну эти деньги, а также я очень благодарна. Я ей написал: проходите первую ступень. Не торопитесь проходить остальные ступени. Идите на первую ступень. Она мне пишет: ха-ха-ха, как смешно. Почему смешно? Ты хотела совет? Или ты хотела, чтобы я дал деньги? Пройди первую ступень, послушай еще раз, что я говорю о деньгах. И начни именно с этого. Не строй тотемные энергии. Не строить тотемные энергии, а начинать с первой ступени, изменять философию. Это как раз тот вариант, когда человек перескочил и не понял, называется, знаете. Перескочил и не понял. Если человек не перескакивает и понимает, что я хочу сказать, или понимает, что все-таки должно произойти, как-то ощущает это даже чувственно, то тогда вопрос будет исчерпан. Я просто могу вот прям поклясться, что это все работает, если человек принимает философию и старается ее не только принять, а еще и над ней поработать. 2 философских темы мы уже рассмотрели. Одна из самых ключевых на первой ступени звучала так: покупая, не покупаешь и не тратишь, приобретаешь. А здесь во время этой ступени мы говорим, что чувствуя, мы тоже чувство не отдаем, мы его тоже приобретаем. Да, мы его тоже принимаем, мы его тоже приобретаем. Понимаете? То есть мы на первой ступени учились тому, что можно, покупая, приобретать, а здесь чувствовать и принимать. То есть поняли, это у нас как бы основа наших вот этих 2 ступеней. И это нужно в первом случае использовать, во втором случае использовать. Заботятся — принимаю. Сам забочусь — тоже принимаю.
Представляете? То есть каждый раз, когда чувство возникает, не говорит, что я его люблю, он меня не любит, ментальная сетка. Тогда что можно сделать? Я ему что-то делаю, потому что я принимаю то, что он это чувствует. А он будет это чувствовать после этого и будет делать что-то для вас. И то, что будет делать, вы это будете принимать. Потому что особенность людей заключается в том, что они не умеют принимать и думают, что вокруг них находится постоянная война, и они находятся в зоне боевых действий. Она говорит, я тебя обожаю, у него подвох какой-то. Денег хочет 100%. Смотри, какая. Как у меня был знакомый такой, мужчина и женщина приехали, и он говорит, я хочу отдельно от нее поговорить. Я говорю, хорошо. Он такой сидит и говорит, конечно же, раньше у меня не было денег, а сейчас вот когда у меня появилось много денег и начал получаться бизнес, она сразу же начала меня обожать. Ты смотри какая. Да он просто раньше не чувствовал этого, потому что у него стояла программа, что он без денег, его любить не за что. А потом, когда он реализовался, а потом женщина зашла, и я говорю, ну а за что вы его любите? Он говорит, так как он меня заколебал уже, за что я его люблю, за деньги, пусть он свои деньги запхнет себе в ухо. Она говорит, я уже не рада вообще, что у него они появились. Был человек как человек вообще, а теперь дурак дураком вообще, дурак какой-то вообще, заколебал уже своими деньгами. И говорит, он мне весь мозг вынес своими деньгами, весь мозг. Но говорит, при каждом удобном случае, говорит, что денег надо, да денег дай, ты только на деньги заколебал этими деньгами уже. Я уже ничего не покупаю. Он говорит, меня так заклевал, я уже не покупаю, я ничего не хочу, мне ничего не нужно в жизни. Я машину поставила и даже не езжу, и бензин не трачу. Почему? Говорит, антидот у меня на деньги появился вообще. Я стараюсь показать, что я вообще не ради денег, я ради мужчины, там, с мужчиной и так далее. Есть еще одна интересная история. Женщина с мужчиной, мужчина уходит к другой женщине. Начинает выпивать очень сильно. Женщина говорит, я не буду с тобой жить, ты мне не нужен, я не хочу жить с алкоголиком, с тем мужчиной, который живет с другой женщиной. А у них уже 3 взрослых детей, за 40 лет детям. Поняли? То есть взрослая детям за 40 лет. Внукам уже там по 17-20. А он бывший губернатор области там, и он там жили, и после этого он на нее рукой махнул и уехал там к молодой Ларисе. После этого с Ларисой пожили, Лариса там забрала имущество, уехала. После этого он начал очень сильно выпивать, знаете, там стабильно. Она, видя, как он опускается, купила рядом с ним квартиру и делала все для того, чтобы... При этом он ее при удобном случае постоянно обижал. Заявлялся к ней в квартиру, орал на нее и говорил, ты у меня ничего не получишь. Она говорит, да мне от тебя ничего не нужно. Что ты тогда переехала, где подвох? А вы знаете, она потом со временем сказала такие слова. У меня был первый и единственный мужчина, мой муж. И больше, кроме него, у меня не было никогда ни одного мужчины. Я была всю жизнь верна, и мне этот мужчина всегда нравился. И когда она приехала ко мне на морской курс, говорит, там, вот этот, а я вижу, что у нее никак ничего не складывается. И я говорю ей, слушай, у тебя не складывается ни с одним мужчиной, да, не могут ухаживать и так далее. Она говорит, да я не хочу ни с одним мужчиной. Потому что у меня есть тот, я его искренне любила с самого раннего возраста, у нас по любви все было. Я первый мужчина в моей жизни, он же и последний. И мне, если честно, хочется дружить, общаться, хочется о ком-то заботиться, но, наверное, не хочется никого больше пускать себе в душу. Вы представляете, чем это завершилось, рассказать? Мужа парализовало. И все абсолютно, кто был вокруг, все абсолютно, друзья, подруги, там мама, там какая-то, там какие-то там родственники, все мгновенно от него ушли. То есть в больницу первые 3 дня, кроме нее, никто не пришел. Ни внуки, ни дочки там. А он там всем кричал, что да, ты даже не представляешь, я народный герой там и так далее. И вот когда этого народного героя там разбило, парализовало, тетрапарез, врачи сказали, толка не будет никакого, конец ему, завтра моментом в море.
Сказали, шансов никаких нету, ничего. Она целую ночь стояла, делала ритуальное целительство, использовала магические пасы, прикасалась к ногам, отходила, прикасалась к ногам, отходила. Помните, я там рассказывал когда-то, как замораживать, охлаждать, нагревать, охлаждать. Утром он вышел из комы. Сказали, почки отказали, нужно обязательно диализ ставить. Начала пихать наши препараты. Ренокс начала давать тутус, начала давать еще что-то. Задышал, начал глотать, принимать пищу, пошла моча, начали выходить фекалии. После этого все сказали, нету никакого шанса, после этого собрали его, сказали, он все равно за 3 дня умрет, а он уже там 3-4 месяца живет. И каждый день улучшение, каждый день улучшение, каждый день улучшение. Представляете? Почему это с ним случилось? Вы знаете, особенностью всего, особенность того, что это с ним случилось, это злость. Почему человек пьет? Злой. Почему что-то с человеком приходит? Злой. Почему вообще с нас бьет жизнь? Злость. Вы представляете, есть Бог и есть дьявол. Дьявол носит злость в сердце. Бог носит правдивость и добродетель, доброту. Это значит кричать, матюкаться, поняли? То есть это два разных элемента. И человек не может быть добрым к окружающему миру. Почему? Это противоречит закону. Потому что закон, увеличивающийся добродетели, он идет последовательно. Я добр по отношению к своему физическому телу. Я добр по отношению к тем людям, которыми я живу, и только после этого я добр по отношению к внешним людям. Если вы это нарушили, допустим, вы добры более к тем людям, кто с вами живет, чем к себе, то эти люди, которые рядом с вами живут, то у вас к себе появляется злость. Поняли? У вас к себе появляется злость. А также они испытывают злость по отношению к вам. Почему? Где-то появилась пустота, она должна быть чем-то наполнена. Она будет наполнена в противовес тому, что вы даете. Чем белее белая сторона, тем темнее черная. Если ты не любишь себя и не относишься к себе как добрый человек, к доброму человеку, если ты не любишь тех людей, которые рядом с тобой находятся, или даже любишь, не имеет в этом случае значения, но очень добрый по отношению к тем людям, которые живут в социуме, и ты эту любовь и доброту очень ярко проявляешь, то тогда, придя домой, ты начнешь ненавидеть и проявлять злость к своим близким и злость по отношению к себе. Поняли? А ведь это злость по отношению к себе, на зло всем напиться. Это же злость. Слышали, да? Я на зло. А почему ты это сделал? Я часто слышу эти слова. То есть человек приехал и говорит ему, зачем ты это сделал? На зло. На зло себе. Правильно? Ведь они же не почувствовали, их почки не почувствовали удара алкоголя. Их там разум не почувствовал удара там в нос, знаете, там и так далее. Это ж все ты сделал, но на зло им. То есть вы слышите, что он сделал? Он совершил действие, посвятил его тому, чтобы себе сделать что-то. Видите, он сделал им на зло, посвятив себе разрушение. Получается, делая что-то на зло другим, посвящаешь разрушение, которое наносишь своему физическому телу. И она ему говорила, давай сойдемся и будем жить. Он говорил, да я на зло тебе и не буду вообще. И после этого на зло кому-то невозможно делать. Если вы делаете на зло кому-то, то вы посвящаете разрушение своему телу. Поняли? Поэтому еще раз хочу сказать, развивайте добродетель. Первое, по отношению к себе. Второе, по отношению к тем людям, кто рядом. И только после этого развивайте добродетель к внешнему миру. А вы готовы весь мир спасать? Готовы весь мир? О чем вы говорите? Нельзя спасать весь мир. Начните с добродетели по отношению к себе. А это что такое? Встали и там, ой, как мне приятно, пупсичка-мупсичка. После этого сели, покушали, животик погладили, говорите, ай, как вкусненько, ура. После этого там кого-то потискали дома, там, незначай, знаете. Почему? Это добродетель и к себе, и к тем людям, которые рядом с собой. Ведь те люди, которые являются теми людьми, которые с вами живут, даже рядом, они являются тоже частью вашей судьбы в этот момент. Представляете? Вы же с ними проводите вечера, ночи, тогда они часть вас. Семья одно большое я. Поэтому если человек относится к ним плохо, он относится и к себе плохо.